Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем?» Я Оля. Мой канал об узорах крючком. Рада приветствовать новичков, гостей на своем канале, также своих постоянных зрителей, подписчиков, подписчиц, мастеров, мастериц из разных стран, разных городов, разных континентов. Очень приятно. Спасибо большое за ваши комментарии. Я сегодня к вам вот с такими вот ниточками. С такими ниточками мы уже работали. На канале есть узорчики с такой именно палитрой. Напоминаю, что на канале узорчиков уже очень много, и чтобы вы не, скажем, не растерялись, они собраны в небольшие коллекции под названием плейлистов. На главной странице канала вы увидите раздел плейлисты, нажимаете на него, проваливаетесь, там получается большое количество папочек, выбираете любую, которая вам понравится, и смотрите видео с узорчиками. Ну, а я сегодня остановлюсь вот на таких, получается, ниточках. Называются они Alize Angora Gold. Идем дальше. В 100 граммах здесь находится 550 метров. По составу, что это за ниточки? 80% акрил, 20% шерсть. И нам крючок здесь советуют брать от 2 до 4. Сразу же, пока не забыла, назову вам цвет. Цвет, в принципе, передается на камеру так, как он есть на самом деле. Цвет получается, видите, 795. Я данную пряжу вязала крючком номер 3, поэтому я сегодня беру крючок номер 3 и буду вязать узорчик этим крючком. Вы, в свою очередь, берете любую пряжу, какая у вас есть, потому что все узорчики универсальные, пробуйте, вяжите из любой пряжи. Из летней, из демисезонной, из зимней. Один и тот же узорчик на разной пряже смотрится по-разному, поэтому пробуйте. Самое главное, правильно подобрать крючок. Точно так же читаете, получается, нотацию к вашей пряже, подбираете крючок согласно рекомендациям производителя, ну и своей плотности вязания, чтобы у вас все получилось. Ну что, свяжем? Итак, раппорт сегодняшнего узорчика равняется 8 петелек. Давайте я наберу 4 раппорта. Это получается 32 воздушные петельки. И еще дополнительно наберу одну воздушную петельку, чтобы узорчик красиво ровно закончился. Итого я набираю 33 воздушные петельки. Ну, а вы набирайте, сколько вам будет удобно. Итак, в начале, как всегда, петелька фиксации. При наборе петелек мы ее не считаем. Теперь я набираю 33 воздушные петельки. Поехали. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 и 33. Вот мой будущий образец. Далее, смотрите, я делаю одну воздушную петельку. Есть. Теперь отсчитываю от крючка вторую петельку. 1, 2, накид. Во вторую петельку аккуратненько вот так вот ныряю, вытягиваю ниточку и 3 петельки провязываю вместе. Полустолбик с накидом. Накид. В следующую петельку цепочки точно так же ныряю, вытягиваю ниточку и провязываю 3 петельки вместе. Полустолбик с накидом. И так вот я буду шагать в каждую петельку цепочки и провязывать полустолбики с накидом. Новичкам будет намного удобнее идти потом по верхушкам столбиков, нежели по воздушным петелькам, они могут запутаться. А сейчас по столбикам они не запутаются. Вот так вот шагаем аккуратненько со своей скоростью до конца ряда, провязываем полустолбики с накидом. Захотите, можете столбики с накидом, захотите столбики без накида, как вам удобно провязать. Самое главное, контролируйте. Количество столбиков должно получиться ровно столько, сколько у вас петелек в цепочке. То есть, если у меня 33 воздушные петельки, значит получится 33 полустолбика с накидом. Несложно, да? Все. И вот так вот давайте самостоятельно до конца ряда. Угу. А в конце ряда я вас встречу. Договорились? Давайте. У вас получится. Так, смотрите. Вот получается наши столбики. Все ровненько, аккуратненько. Теперь приступаем непосредственно к узорчику. Для начала воздушная петелька, поворот. И сюда же в верхушку этого же столбика нырнули и провязали столбик без накида. Есть. Далее, смотрите, делаем 2 накида. Отсчитываем 3 столбика. 1, 2, 3. В 4 столбик. В 4 ныряем в верхушечку. Вытягиваем ниточку и провязываем столбик с 2 накидами. 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. Вот такой столбик с 2 накидами. 2 накида, сюда же опять нырнули и провязываем точно такой же второй столбик с 2 накидами. Есть. 2 накида, сюда же третий столбик с 2 накидами по 2 петельки.
Точно так же 2 накида сюда же 4 столбик, по 2 петельки провязали, 2 накида и сюда же 5 столбик. У нас с вами получается вот такой вот интересный и получается высокий веерочек за счет 2 накидов. Идем дальше. 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Пропускаем 3 столбика. 1, 2, 3. В 4 нырнули, вытянули ниточку, провязали столбик без накида. 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Пропустили 3 столбика. 1, 2, 3. И в 4 точно так же делаем 2 накида и провязываем опять 5 столбиков с 2 накидами. 1 столбик, 2 накида сюда же, нырнули, провязали 2 столбик, 2 накида сюда же, нырнули, провязали 3 столбик, точно так же еще раз 4 столбик и последний 5 столбик. Еще один веерочек у нас с вами получился. Угу. Теперь пропускаем 3 столбика. 1, 2, 3. В 4 столбик нырнули, провязали столбик без накида. Вот видите, мы начали столбик без накида, веерочек, арочка, столбик, арочка, опять веерочек, столбик без накида. Далее будет повторение точно так же. Вы делаете 2 накида, пропускаете 3 столбика, 1, 2, 3, и в 4 столбик начинаете провязывать веерочек, состоящий из 5 столбиков с 2 накидами. Поняли, да? То есть дальше повторение, точно так же провяжите. Давайте самостоятельно в конце ряда встретимся, посмотрим, что у вас получилось. Договорились? Давайте. Так, смотрите, вот такая красота получилась. Надеюсь, у вас точно так же. Мы, получается, закончили наш ряд. Вот веерочек, 3 столбика пропустили, и в последнюю петельку мы провязали столбик без накида. Идем дальше. 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Поворот. Будьте внимательны. Делаем 2 накида. Вот наш весь веерочек. Все столбики пропускаем, кроме последнего. В последний вот так вот нырнули и провязываем точно так же 5 столбиков с 2 накидами. Итак, 1 столбик с 2 накидами. Сюда же 2. Сюда же 3. Сюда же 4. И сюда же 5. Вот, видите, как бы веерочек над веерочком. Идем дальше. 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Опускаемся точно так же вниз к столбику без накида предыдущего ряда. Так, опять делаем 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. И переключаемся вот на наш веерочек, а именно на первый столбик. Видите, какая картина получается. Итак, 2 накида. В первый столбик провязываем 5 столбиков с 2 накидами. 1, 2 накида сюда же. 2. 2 накида сюда же. 3. 2 накида сюда же. 4. И 5. Как вам картина? То есть мы, получается, повторили предыдущий ряд вот с такими интересными небольшими особенностями. После нашего вот этого веерочка из 5 столбиков с 2 накидами, смотрите, 2 накида делаем и сразу же перепрыгиваем, вот следующий веерочек, сразу же перепрыгиваем в последний столбик и провязываем опять точно так же 5 столбиков с 2 накидами. Поняли? То есть дальше идет просто повторение. Опять же в один и тот же столбик провязываем 5 столбиков с 2 накидами. Потом делаем 5 воздушных петелек, присоединяемся к столбику без накида, 5 воздушных петелек и в первый столбик опять провязываем 5 столбиков с 2 накидами. Понятно? То есть дальше у нас идет просто повторение.
Давайте повторим до конца ряда самостоятельно. В конце ряда встречаемся. Давайте, у вас получится. Так, смотрите, какая получается первоначальная красота. Вот, как мы закончим наш ряд. Мы сделали вот наши, получается, 5 столбиков с 2 накидами. И теперь мы должны опуститься вот на столбик без накида. Раз, два, 3 накида делаем. Вот так вот опускаемся в столбик без накида предыдущего ряда. Вытягиваем ниточку и провязываем столбик с 3 накидами. 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. Поняли, да? У нас здесь, получается, было 5 воздушных петелек подъема. Так, с этого края столбик с 3 накидами. Идем дальше. Воздушная петелька, поворот. Сюда же верхушку этого же столбика провязываем столбик без накида. Далее 5 воздушных петелек. Раз, два, 3, 4, 5. 2 накида. Смотрите, переключаемся вот наш веерочек получается. И мы переключаемся на последний столбик. Последний столбик нырнули и провязываем 5 столбиков с 2 накидами. 2, 2, 2 петельки. 2 накида. Сюда же второй столбик. Точно так же провязываем с 2 накидами. 2 накида. Сюда же третий столбик. 2 накида. Сюда же четвертый столбик. 2 накида. Сюда же пятый столбик. То есть я провязываю быстренько, потому что уже вы знаете, как это провязывать. Есть. Дальше. Вот 5 наших столбиков провязали. Теперь переключаемся сразу же в следующий, получается, веерочек. Вот к первому столбику. 2 накида. В первый столбик провязываем точно так же. 5 столбиков с 2 накидами. Раз. Сюда же. 2. Сюда же. 3. Сюда же. 4. Сюда же 5. Вот видите, что по итогу получается. Теперь смотрите, делаем 5 воздушных петелек. Раз, два, 3, 4, 5. И смотрите, вот переключаемся между нашими, получается, веерочками. Вот видите, столбик без накида. Оп, между ними провязали. 5 воздушных петелек. Раз, два, 3, 4, 5. И опять переключаемся нашему веерочку в последний столбик. И будем провязывать точно так же. 5 столбиков с 2 накидами. Как только провяжете 5 столбиков, перепрыгивайте вот эти арочки, вот эти паучки, да, сразу же вот к следующему веерочку, к первому столбику. Понятно? То есть продолжайте провязывать до конца ряда. Если внимательно посмотрите, то мы повторяем первый ряд, просто он смещен в шахматном порядке. Угу. Все, давайте до конца ряда самостоятельно, в конце ряда встречаемся. Так, смотрите, красота наша потихонечку растет. Вот мы повторили самый первый ряд, да. Начали мы нашими 5, получается, воздушными петельками и заканчиваем точно так же. 5 воздушных петелек. И вот верхушечку, получается, нашего последнего столбика. Помните, делали? Здесь, получается, высокий, получается, столбик, состоящий из 5 воздушных петелек. Вот в 5-ю петельку провязываем столбик без накида. Все, ряд наш закончен. Далее воздушная петелька, поворот. Сюда же верхушку этого столбика опять провязываем столбик без накида. 5 воздушных петелек. Раз, два, 3, 4, 5. 2 накида. И точно так же получается. Вот мы беремся за первый столбик и провязываем 5 столбиков с 2 накидами. Раз. Сюда же. 2. Сюда же. 3. Сюда же 4 и последний столбик 5. Как только мы провязали с вами веерочек, так, мы повторяем, получается, второй ряд, наш ряд, мы сразу же перепрыгиваем в последний, получается, столбик следующего веерочка. 2 накида и в последний столбик провязываем точно так же 5 столбиков с 2 накидами. Раз, 2, 3, 4, 5. Угу, поняли? Вот.
У нас здесь было 2 веерочка и здесь 2 веерочка. Точно так же будем провязывать теперь арочки. 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. И переключаемся на столбик без накида предыдущего ряда и провязываем столбик без накида. 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. И опять перепрыгиваем. Вот к первому столбику веерочка и провязываем 5 столбиков с 2 накидами. Поняли, да? То есть повторяем. Вот. Ничего сложного. Я думаю, что ничего сложного. Внимательно смотрите на второй ряд. Так, мы повторяем второй ряд, просто точно так же смещен в шахматном порядке. Все, давайте до конца ряда. В конце ряда я вас встречу, покажу, как заканчиваем ряд. Так, смотрите, вот что у нас получается по итогу и как мы заканчиваем ряд. 5 воздушных петелек и присоединяемся к столбику без накида предыдущего ряда столбиком без накида. Все, ряд наш закончен. Теперь наша с вами задача как бы выровнять высоту, да, нашего ряда. Поэтому мы, смотрите, здесь делаем 6 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Поворот. И теперь наша с вами задача, смотрите, мы будем с вами делать все то же самое, что мы делали в самом первом ряду. 2 накида, переключаемся вот на первый столбик нашего веерочка и провязываем 5 столбиков с 2 накидами. 1, сюда же. 2, сюда же. 3, сюда же. 4 и сюда же 5. Угу. 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. И переключаемся вот между нашими веерочками. Помните, да, провязываем столбик без накида. 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. 2 накида. И точно так же опять провязываем в последний столбик веерочка 5 столбиков с 2 накидами. Поняли, да? То есть вот, как наш самый-самый первый ряд. И здесь у нас, получается, будут паучки из наших арочек. Я думаю, что несложно. Будьте внимательными, да? Поймите принцип данного узорчика, и будет очень-очень даже красиво. То есть сам по себе узорчик это 2 ряда. 1, 2. Потом вы смещаетесь в шахматном порядке. 1, 2. Понятно? То есть провязали 4 ряда. 1, 2, 3, 4. Повторяйте. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Чтобы вы не запутались, я сюда прилагаю схемку. Схемка совсем несложная. Кто умеет читать по схемкам, сразу разберется. Если вы не умеете работать со схемками, посмотрите. Все четко видно, где столбики, сколько накидов, где воздушные петельки. Вы сразу разберетесь, поймете, что ничего сложного в схемке нет. Итак, давайте увеличим наш образец на несколько рядочков, посмотрим, что в итоге получится. Получится очень ажурно, красиво, интересно и легко. Все, встречаемся через несколько рядочков. Давайте. Так, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Вот такая вот интересная, легкая, ажурная красота получается. Смотрите, получится как паучки, да, а вокруг, смотрите, формируется как будто цветочек. Как вам, да? Кто что увидел в данном узорчике, пишите в комментариях. Вот такой вот интересный, незамысловатый, легкий узорчик. Вот так вот он в моем случае тянется. Вот так вот тоже в моем случае тянется из моих ниточек. Из ваших ниточек может тянуться больше, может тянуться меньше. Смотрите, не забывайте поворачивать узорчик боком. Наоборот получается, да? Вот, возможно, так будет кому-то интереснее. Юбочка, палантинчик, парео. Возможно, это будет сумочка, авоська. Почему бы нет? Да, меняйте ниточку. Летняя, демисезонная, зимняя, полипропиленовый шнур, полиэфирный шнур. Почему бы и нет? Узорчик двусторонний, поэтому смотрите, что вы можете сделать данным узорчиком. Конечно, в первую очередь, ну, как бы бросается в глаза палантин, да? Вот, не забывайте, что вы можете сделать такую вот рамочку, да, из дополнительных столбиков, и у вас будет, вот как вот здесь, да, маленькая рамочка, здесь может быть у вас потолще рамочка. Вот такая вот красота. Как вам? Кто вязал данным узорчиком? Узорчик не новый, поэтому, возможно, что-то уже вязали. Опытные мастерицы, пишите, рассказывайте, что вязали, какими ниточками, что у вас получилось. Ну, а также подбрасывайте идейки, что можно связать. Ниточки, повторюсь, берите любые. И одноцветные, и разноцветные, и секционные, и меланжевые, какие угодно. Не останавливайте свою фантазию. То есть у вас может быть получится какой-либо шедевр. Да? И опять же, не забывайте, что из разных ниточек узорчик один и тот же выглядит по-разному. Поэтому пробуйте, экспериментируйте. Давайте замерим сегодняшнюю красоту. Итак, я, получается, набирала 33 воздушные петельки. Допустим, моя плотность вязания, мой крючок, моя пряжа. У меня это получается, ну вот 15,5 сантиметров точно, да, то есть тут плюс-минус.
И тут, смотрите, смотрим по веерочкам. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И наборный 11. Давайте замерим по самой высокой точке. Ну вот, получается практически 15 сантиметров, там 14,8, да. Узорчик вяжется легко, то есть вы его прекрасно запомните. Самое главное, не запутайтесь по краешку, так, чтобы у вас выравнивали высоту ваших рядочков. А так, красота, красота, согласитесь. Надеюсь, сегодняшнее видео вам понравилось. Не забывайте ставить лайки. Обязательно подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал. Впереди много новинок. Нажимайте на колокольчик, чтобы новинки не пропустить. Вам будут приходить уведомления. Делитесь с друзьями, с подружками в соцсетях. Сохраняйте себе в плейлисты. Вяжите с удовольствием. Всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.